Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 25 апреля. Поговорим и о церковном календаре. Так что, друзья, будет очень много полезной, важной и интересной информации. Но прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео и обязательно в комментариях напишите слово «Вселенная», пусть она поможет вам достигнуть больших высот. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья. Действительно очень приятно. 25 апреля Православная Церковь отмечает память о одной из ярких и значимых фигур в истории христианства – преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, который проживал в IX веке в городе Пария, и Василий Исповедник оставил заметный след в церковной истории, особенно во времена иконоборчества, когда Византийская империя была охвачена борьбой с почитанием икон. Иконоборчество было периодом в истории Византии, когда императоры, начиная с Льва III, провозглашали иконопочитание идолопоклонством и приказывали уничтожать иконы. Это приводило к массовым спорам, гонениям и даже казням тех, кто осмеливался противиться императорской воле. Василий Исповедник был одним из тех, кто встал на защиту иконопочитания, рискуя своим положением, благосостоянием и даже жизнью. Епископ Парийский был человеком глубокой веры и убеждений. Он отказывался выполнять приказы о разрушении икон, не поддерживал никаких контактов с иконоборцами и не позволял им влиять на свою епархию. Василий не только защищал иконопочитание, но и активно проповедовал важность их икон в духовной жизни верующих. Иконы, по его учению, не просто изображения, а это окна в божественное, это каналы молитвы и медитации для мирян. За свою верность иконопочитанию и отказ следовать императорским указам Василий Исповедник подвергся многочисленным гонениям. Он был изгнан из своей епархии, лишен церковных знаний и имущества, а также подвергнут пыткам. Несмотря на это, он не изменял своим убеждениям и продолжал свою деятельность, став символом несгибаемости и верности духовным идеалам. Преподобный Василий Исповедник умер в изгнании, однако его наследие и пример оказали глубокое влияние на последующие поколения христиан. Его жизнь и исповедование помогли сохранить иконопочитание как важную часть православной традиции, а его мужество в борьбе с иконоборством было вдохновением для многих других защитников веры. Также обращаем ваше внимание, 25 апреля проходит четверг 6-й седмицы Великого Поста. Православные верующие соблюдают пост, то есть употребляют только постные блюда без продуктов животного происхождения и ограничивают себя в развлечениях. Также 25 апреля отмечается День Муромской иконы Божьей Матери и Белынижской иконы Божьей Матери. О чем же молятся Муромской иконе Божьей Матери? О том, чтобы дать мудрость, о послушании, терпении, об остром, ясном уме, радости, а также любви и согласии в семейной жизни. А вот Белынижская икона Божией Матери – это белорусская святыня, почитаемая как православными христианами, так и христианами других конфессий, в частности католиками и униатами. А вот в народном календаре 25 апреля занимало особое место, которое было связано с памятью преподобного Василия Исповедника, который также был известен как Василий Парийский или Василий Парильщик. Этот день не только отмечен религиозными событиями, но и наполнен многочисленными признаками начала настоящей весны, символизируя пробуждение природы и возрождение жизни. Преподобный Василий, который жил в IX веке и являющийся епископом в городе Пария, стал известен своей неизгибаемой позицией в защите иконопочитания во времена иконоборчества.
народной памяти он остался не только как религиозный деятель, но и как символ начала весны и тепла. Его именем стали называть день, когда по народным предметам медведь должен выйти из берлоги, а зайцы начинают активно показываться даже днем. Это время, когда зима уже окончательно уступает место весне, а природа вновь оживает после зимнего сна. Василий Парильщик связан с потеплением и возобновлением жизни, что отражалось в многочисленных народных приметах и обрядах. Помимо того, что этот день считается моментом, когда медведь покидает свою берлогу, знаком окончания его зимней спячки, он также ассоциируется с началом сельскохозяйственных работ. Фермеры и садоводы в этот период начинали подготовку уже к посевной. Именно с 25 апреля считается, что можно начинать работы на земле, ведь земля уже достаточно прогрелась и готова к приему новых семян и к новому урожаю. Также народные приметы связывали святых с определенными погодными условиями, и Василий Парийский не исключение. Если в этот день стоит ясная погода, то весна будет теплой и урожайной, а лето будет жарким. Если же 25 апреля идет дождь, то лето ожидается дождливым и прохладным. Также существовала такая вот вера, что в этот день нельзя работать с огнем и водой, чтобы не нарушить естественное течение вещей и не вызвать непогоду. Однако, помимо предостережений, связанных с медведями и зайцами, 25 апреля таил в себе и другие знаковые моменты. На этот день приходилось начало активности природы и заметное изменение в поведении животных, что отражало глубокую связь между природными циклами и человеческими верованиями. Наши предки тщательно наблюдали за поведением животным, видя в нем знаки и предсказания погоды или будущих событий. Медведь, выходящий из берлоги в этот день, сигнализировал не только о конце зимы, но и начале весенней охоты, а также был символом возрождения и новых начинаний. Эти большие звери, которых в старину называли берложниками, воспринимались как хранители леса, и встреча с ними в этот период могла рассматриваться как плохой знак или даже предостережение. Зайцы, начинающие активно бегать днем, тоже играли важную роль в народной символике. Это изменение в поведении зайцев считалось знаком скорых изменений. Славянские народные приметы, связанные с зайцами, часто несли в себе предостережения. Встреча с зайцем могла предвещать несчастье или беды. Народные верования гласят, что если заяц перебегает дорогу или заскакивает в деревню, это может означать приближение неприятностей. 25 апреля также символизировал переход к активным сезонным работам. Это время, когда люди готовились к весеннему полевому сезону, начиная посевные работы и готовя землю к новому урожаю. В этот период сельскохозяйственные работы начинались с особой силой, и в каждом доме царила атмосфера ожидания тепла и процветания. Кроме того, в народном календаре этот день сопровождался рядом обрядов и традиций, которые были направлены на привлечение удачи, здоровья и плодородия. В некоторых регионах на Василия Парийского готовили особые блюда, также проводили обряды очищения, которые предполагали изгнание зимы и приветствие весны. Среди множества народных поверий особое место занимала примета о зайце, перебегающем дорогу. Это событие традиционно воспринималось как предвестник несчастья или неприятностей. Ну а чтобы нейтрализовать возможное зло, люди прибегали к ритуалу с кнутом или палкой. Этот предмет разламывали пополам, символически разрывая плохую удачу. Одну часть кнута или палки бросали в направление, откуда выбежал заяц, а другой в сторону, куда он скрылся. Такие действия считались мощным оберегом, способным предотвратить несчастье и обезопасить путешественника. В культуре славян особое внимание уделялось здоровью и способам избавления от болезненных привязанностей. Женщины, переживающие разрыв отношений, обращались к ритуалам для того, чтобы освободиться от чувств к бывшему возлюбленному. Одним из таких ритуалов включал использование печи, символа домашнего очага и преобразования. Девушки топили печь, и когда из трубы начинал идти дым, они открывали печную дверцу, становились на колени перед ней
и произносили особые слова, которые должны были помочь им забыть любимого человека. Именно эти слова символизировали уход чувств и воспоминаний, как дым, рассеивающийся в воздухе. Дым в славянской культуре играл важную роль, так как он ассоциировался с очищением. Считалось, что дым способен унести с собой все плохое, очистить пространство и душу от негативного. Огонь в печи, производящий дым, символизировал не только физическое, но и эмоциональное возрождение. Процесс зажигания огня и наблюдения за дымом становился медитативным действием, которое помогало женщинам глубже погрузиться в свои переживания и отпустить их. 25 апреля – день, когда говорится в народе, все остается на своих местах, не претерпевая значительных изменений. Это время, когда не следует начинать новых дел, но вполне подходит для завершения тех, что были начаты ранее. Стабильность и уравновешенность этого дня делают его идеальным для продолжения текущих проектов и задач. Особенно примечательным является то, что 25 апреля считается благоприятным временем для посещения бани. По традиции лучше всего отправляться в баню после полудня, так как утренние часы были посвящены домовому, который, согласно народным поверьям, в это время может находиться в бане. В этот период дня наши предки знали, что домовой занимается своими делами и мешать ему точно не стоит. Те, кто парились в бане, это не просто способствовало физической чистке, но и являлось процедурой, которая очищает и восстанавливает душевные силы. После банного сеанса следует надеть обязательно чистую одежду, что символизировало обновление не только тела, но и духа. Народная мудрость гласит, что таким образом можно было избавиться от накопившихся болезней, оставив все плохое в парилке. Также день благоприятен для заботы о своем здоровье и благополучии. Банные процедуры были дополнены прогулками на свежем воздухе, употреблением свежих фруктов и овощей, а также занятиями, направленными на укрепление тела и духа, такими как йога или медитация. Умиротворенность этого дня создает прекрасную атмосферу для восстановления сил и пополнения энергетических запасов. Что же нельзя было делать 25 апреля по народным приметам, традициям и обрядам? Одно из таких поверий касалось уборки в шкафах. Согласно народным приметам, в день Василия Парильщика это категорически не рекомендовалось делать. Дело в том, что домовой, считающийся хранителем домашнего очага и благополучия, 25 апреля отправляется в гости к баннику. А банник, по поверьям, является духом бани и парилки. И в этот день особенно активен и могуществен. Уборка вещей в шкафах может быть воспринято домовым как нарушение его личного пространства и спокойствия, что может привести к его гневу. И дело в том, что таким образом разозленный домовой может принести в дом неудачи и беды. Другой запрет касался посещения леса в этот день. 25 апреля традиционно считается, что медведи становятся особенно агрессивны и опасны. После зимней спячки они более активны и могут проявлять агрессию, особенно если встретят человека на своем пути. Наши предки верили, что медведи в этот день свирепствуют, скрываясь в кустах и поджидая неосторожных путников или животных. Поэтому считалось, что походы в лес в день Василия Парильщика могут закончиться трагедией, и люди старались избегать лесных массивов. Кроме того, в этот день нельзя было ходить немытым и в грязной одежде. В этот день особое внимание уделялось обновлению и очищению как тела, так и духа. Говорят, что если человек проигнорирует правила чистоты, то старые хлопоты, болезни и проблемы будут преследовать его весь предстоящий год. Одежда играла не последнюю роль в этом процессе. После банных процедур необходимо было надеть чистое белье, чтобы символически отметить начало нового этапа в жизни, свободного от болезней и неудач. Кроме правил, связанных с баней и одеждой, были особые указания касательно потребления воды. В день Василия Парильщика не рекомендовалось пить обычную водопроводную воду, так как считалось, что она может забрать у человека силы. Вместо этого предпочтение отдавалось воде, которая набранная была во время восхода солнца и заговоренная специальными словами.
Такая вода обладала целебными и укрепляющими свойствами, способная избавить от болезней и наполнить организм новой энергией. Кроме того, в этот день нежелательно было рассказывать о своих планах на будущее. Те, кто делится своими намерениями, это никогда не приведет в реализацию. Это связано с верой в то, что слова имеют силу и могут привлечь к планам нежелательное внимание или зависть, которая в свою очередь приведет к неудачам и к разочарованиям. По этой причине предпочтительнее сохранять свои замыслы в тайне, давая им шанс свершиться без внешних помех. Кроме того, в этот день нельзя было просить в долг такие базовые продукты, как мука, соль и сахар. Это символизировало основу жизни и благополучия в доме. Мука ассоциировалась с плодородием и изобилием, соль с очищением и защитой, а сахар с радостью и сладостью жизни. Просьба этих продуктов в долг считалась признаком бедности и неудач, которые могли заразить и давшего, и взявшего. Такой обмен мог нарушить домашний уют и привести к ухудшению финансового положения обеих сторон. Еще одним важным запретом этого дня являлось избегание новых знакомств, будь то в личной или в деловой сфере. Новые люди, которые встречались в этот день, могут оказаться ненадежными, а их мотивы могут быть сомнительными. Встреча с новым знакомым в этот день может привести к образованию нежелательных связей, которые в будущем окажутся источником проблем, конфликтов или даже обмана. Поэтому наши предки советовали в этот день избегать новых встреч и контактов, чтобы сохранить свое доброе имя и не подвергаться риску быть втянутым в какие-то нежелательные ситуации. Вот такой, друзья, у нас с вами день 25 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Обязательно прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите достаток, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.